Ну и третья история, которую тоже мне преподавал, может быть, важный урок, это был, я понемножку шел по тому же пути и дошел до был вовлечен в некотором разговоре с миром, с космосом, что ли, вызывая ну, например, общался по какому-то секретному коду, который отвечал мне номерами проезжающих автомашин. Ну, собственно говоря, гадательная книга, это может быть любая книга, и чем глупее, тем лучше. Это было очень глупо, но диалог достигал местами большой интенсивности. И тут в какой-то момент диалога мне стали приходить ответы, которые объяснили, насколько гадким существом я являюсь. И ну, я не буду уточнять, так как все равно насколько это точно попало в мои нежные точки, это невозможно так сейчас передать, это нужно было бы рассказывать ужасно много. Но попадания были точные, очень чувствительные, и тут я полно, то есть казалось, вот сейчас иди вешайся или что. И тут оказалась у меня на столе старинная икона. К этому времени я знал энергии довольно дикие, энергии, которые довольно грубые, тоже сильные, но дружественные. Например, там в своем воображении я сидел в позе такого плохого лотоса, хороший лотос у меня не получился, и до сих пор не получается вообще сейчас. Нет. И взрывал головы своих друзей такими вспышками энергии, которые я сам понимал было крайне благотворными, и которые мне казалось должно быть очень хорошо для моих друзей тоже. Ну, вот такие несколько разных типов энергии. Но вот в этот момент, когда я взял в руки эту старинную икону, я почувствовал энергию абсолютно не похожую на все предыдущие. Это был некоторый прохладный, живительный поток, который шел, ну, там из-за упражнений по биоэнергетике руки были довольно чувствительны, так были постоянно в тренировке, я почувствовал вот этот прохладный, живительный поток, и как я это пил руками. И все эти дурацкие ответы на дурацкие мои вопросы, все это уходило. Тогда я был в другом браке, мои отношения с женой были довольно таким ужасные. Ну, я пришел домой, там играл с ребенком, ничего не делал, как-то ни с кем особенно не общался. И потом уже через несколько лет моя жена мне в ходе очередного выяснения отношений говорила: ты в своей жизни был только один раз хороший человек, это вот. А дальше шло точное описание этого дня. И тогда я понял сразу, что вот я пришел домой, я ничего не делал, но это был другой человек. Вот эта энергия, которая во мне пришла, она на некоторое время меня абсолютно трансформировала. И поэтому понятие многоуровневости энергетических, ну, полей или как их
я не знаю. Тут это довольно таинственная вещь, но вот того, что воспринимается как более, что она глубоко многоуровнева, и эти уровни фундаментально крайне отличны друг от друга, что там есть, говорить просто там высокая энергетика и прочее, это разговора довольно мало существенный. Хотя нет, это я, наверное, зря тут. Ну, обычно можно понимать, что имеется в виду, когда молодой человек говорит. Ну, я просто для себя, это было мое образование, я скажу, глупость несколько уменьшена. Ну, вот такие 3 истории, допустим. Чудесные 3 истории.